В этом видеоролике мы поговорим о двух конкурирующих платформах Tron и Ethereum, сравним их возможности и текущий функционал. Вы на канале Crypto Insight, и мы начинаем. Ethereum на данный момент занимает третье место по капитализации среди всех остальных криптовалют. Но заслуживает ли Ethereum такой высокой позиции, когда есть конкуренты, намного превосходящие его по функционалу, пропускной способности и безопасности? Для начала, давайте разберемся, как позиционирует себя Ethereum. Ethereum – это децентрализованная платформа для приложений, которые работают строго так, как запрограммированы через смарт-контракты, без возможности мошенничества, цензуры или вмешательства третьих лиц. Все это действительно так. На блокчейне Ethereum запущено достаточно большое количество децентрализованных приложений, выпущено огромное количество токенов и проведена куча ICO. Но на данный момент Ethereum уступает другим платформам для децентрализованных приложений. Основная проблема Ethereum – это масштабируемость и Proof of Work. О том, что такое Proof of Work и чем он отличается от Proof of Stake, вы можете узнать, нажав на подсказку в правом верхнем углу экрана. И эта проблема масштабируемости до сих пор актуальна. Ethereum планирует перейти на Proof of Stake еще с 2016 года, но с того времени мало что изменилось. Обновление Константинополь постоянно откладывается, хотя это обновление является лишь маленьким шагом для перехода на Proof of Stake. После этого обновления сеть все так же будет работать на алгоритме Proof of Work, да еще и награда за блок уменьшится, что может повлиять на безопасность сети, так как некоторое количество майнеров просто уйдут майнить другие монеты. Ethereum был актуален в 2016 году, когда почти не было других удобных и относительно простых вариантов для проведения ICO, создания токенов и написания смарт-контрактов. Сейчас же рынок может предоставить платформы, которые обходят Ethereum по всем параметрам. Одной из таких платформ является Tron. Именно с ней в этом видео мы сравним Ethereum. Для начала давайте разберемся, что такое Tron. Tron – это децентрализованная платформа для приложений и смарт-контрактов, такая же, как и Ethereum. Прежде всего, платформа Tron нацелена на создание децентрализованного интернета, где каждый пользователь сможет создавать контент и получать за это вознаграждение, а потребители смогут получать доступ к этому контенту. Tron работает на алгоритме Delegated Proof of Stake. О том, что такое DPoS, вы можете узнать, нажав на подсказку в правом верхнем углу экрана. На платформе Tron можно также создавать смарт-контракты и децентрализованные приложения, как и на платформе Ethereum. Давайте составим небольшую таблицу для сравнения двух этих платформ. Начнем с самого важного. Количество транзакций в секунду. Это очень важный параметр для таких платформ, так как децентрализованные приложения должны работать быстро и бесперебойно. На данный момент Ethereum может обрабатывать около 15-20 транзакций в секунду. Платформа Tron может обрабатывать около 10 тысяч транзакций в секунду. Эмиссия Ethereum не ограничена и неизвестно, будет ли ограничена вообще. Токен TRX имеет ограниченную эмиссию в 100 миллиардов монет, а также имеет функцию автоматического сжигания монет. Например, размещение смарт-контракта в сети Tron сжигает 1024 монеты TRX. Комиссия за проведение транзакций также является важным параметром. На данный момент в сети Ethereum комиссия за проведение транзакций составляет около 5 центов. Транзакции в Tron имеют комиссию около 2000 TRX, что составляет меньше 1/100 доллара. Язык программирования для смарт-контрактов. Смарт-контракты на платформе Ethereum разрабатываются на языке Solidity. Tron же использует Java для написания смарт-контрактов. Это определенно плюс платформы Tron, так как разработчикам не надо учить новый язык, как в случае со смарт-контрактами Ethereum. Алгоритм консенсуса. На данный момент Ethereum использует Proof of Work, и неизвестно, когда будет полноценный переход сети на Proof of Stake. Блокчейн Tron работает на алгоритме Delegated Proof of Stake и обеспечивает высокую масштабируемость и безопасность. Также пользователи, которые имеют некоторое количество монет TRX, смогут голосовать своими токенами за валидаторов блоков и получать вознаграждение. Также стоит отметить, что для подписи транзакций в блокчейне Tron используется подпись Лэмпорта, которая устойчива к квантовым вычислениям. Это не огромный плюс, а просто приятное дополнение к безопасности блокчейна Tron. Что еще хочется отметить, так это программа вознаграждений для разработчиков Tron. Tron Foundation выплачивает вознаграждение разработчикам децентрализованных приложений на блокчейне Tron. Это стимулирует общий рост инфраструктуры. Блокчейн-платформа Tron имеет тот же самый функционал, что и платформа Ethereum. На блокчейне Tron можно создавать токены, смарт-контракты, децентрализованные приложения, в том числе и децентрализованные биржи. Пока что количество децентрализованных приложений на блокчейне Tron меньше, чем на блокчейне Ethereum, но это количество постоянно растет. В комментариях будет прикреплена ссылка на сайт, где можно посмотреть все децентрализованные приложения на блокчейне Tron. На данный момент создавать децентрализованные приложения на блокчейне Ethereum просто не имеет смысла, так как есть платформы, которые работают намного быстрее, дешевле и безопаснее. Даже сейчас можно сравнить график ежедневных транзакций в блокчейне Tron и в блокчейне Ethereum.
Сейчас в среднем за 24 часа в сети Ethereum проходит около 500 тысяч транзакций. В блокчейне Tron за последний месяц в среднем проходят 2 миллиона транзакций в сутки. Это учитывая то, что приложений на блокчейне Tron гораздо меньше. Текущее состояние Ethereum очень печальное, так как на рынке появились достойные конкуренты, которые лучше, быстрее, дешевле и безопаснее, чем Ethereum. Прямо сейчас на платформе Tron можно реализовать все то, что может быть реализовано на Ethereum. Блокчейн Tron на данный момент выглядит намного технологичнее и перспективнее. Все, что было сказано в этом ролике, не означает, что Ethereum – это плохая платформа для смарт-контрактов и децентрализованных приложений. На ней все так же запускаются ICO, токены, смарт-контракты и различные децентрализованные приложения. Но на текущий момент Ethereum с его проблемами просто не может конкурировать с другими платформами. Возможно, в будущем, когда сеть Ethereum перейдет на Proof of Stake и будут внедрены обновления, такие как Plasma и Sharding, ситуация изменится. Еще стоит учитывать то, что большинство комьюнити Ethereum не поддерживают переход сети на Proof of Stake, так как они лишатся возможности майнинга. Но переход на Proof of Stake просто критически необходим, если Ethereum хочет догнать конкурентов, которые уже шагнули вперед. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу Ethereum и Tron. Также вступайте в наш телеграм-канал, ссылка на который есть в описании. Ну и как обычно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики.